Всем привет, с вами Ирина Дрим, и сегодня мы будем открывать мои самые долгожданные посылки с AliExpress. Видео не было так долго, что некоторые посылки пришлось открыть, так как они были очень мне нужны. Сегодня не будет, знаете, таких вот вещей лишь бы купить, лишь бы было, а будет действительно нужное, очень важное и то, о чем я мечтала, собственно. Одна из самых главных покупок на сегодня — это отпариватель от Xiaomi. Это не реклама. Я его так давно хотела. Я уже у всех его посмотрела, у блогеров, и решила себе тоже заказать. Но давайте начнем мы не с него, а с того, что я еще не распаковала. И это футболка, которую я также подсмотрела у других блогеров в ТикТоке. И здесь у меня футболка самого обычного кроя, но она в полосочку. Для футболки на самом деле пакет огромный. Ее вес огромный, как будто мне кофту какую-то прислали. Я сейчас удивилась, потому что здесь лежит брелок. Еще какой-то типа клапан, как Off-White. Не знаю почему и что он здесь делает. На момент заказа отзывов на эту футболку было мало. Какая-то наклейка, видимо, для возврата. Вот такой мне положили брелочек Nike Jordan, необычно. И здесь есть вот такая пластиковая бирка, на которой написано название Lobster. Я подозреваю, что, обычно такие клапаны вешают, когда хотят обезопасить себя от возвратов. Соответственно, если вы сняли такой клапан, значит, все, вещь уже невозможно вернуть, чтобы избежать такого, что люди поносили одежду и вернули со своим запахом, скажем так, обратно в магазин. Вот. Идея хорошая. Я считаю, что если магазин действительно не хочет, чтобы ему возвращали вещи, нужно вешать вот такие вот бирки огромные. Вот. Мне нравится. Футболка просто лучшего качества от фабричного магазина. Здесь есть QR-код на этой пластиковой штуке. Давайте посмотрим, что будет, если я по нему перейду. Мы просто попадаем на магазин. Я думала, что вдруг какая-то будет инструкция или объяснение этой пластиковой бирки. Я брала себе специально размер XXL, и вообще эта футболка предназначена для мужчин. Я очень надеюсь, что она не будет на меня смотреться прям очень-очень-очень огромная. Я вижу, что она, в принципе, оверсайзная, похожа на мою сейчаснейшую толстовку, которая, кстати, 3XL, но с Shein. Качество просто отличное, потому что это фабричный магазин. И, кстати, если у вас есть какие-то вопросы по поводу вообще AliExpress, по поводу заказов с Shein, вы можете сейчас задать мне все это в комментариях под этим роликом, потому что я для вас готовлю сюрприз, очень классную информацию по этим двум магазинам. И мне будет важно сейчас услышать самые главные вопросы, чтобы дополнить всю инфу, которую я и так знаю, и собираюсь вам ее рассказать. Из такой плотной, мягкой ткани я недавно видела даже в Заре множество мужских футболок, также даже был костюм. И вообще футболки вот из такого плотного хлопка пользуются сейчас популярностью, тем более осенью они будут греть, и под низ пиджака спокойно можно такую футболку надевать, как девушкам, так и мужчинам. И я думаю, кстати, что эту футболку буду носить не только я, но и Максим. Он, кстати, обожает вот такого плана ткань. Так, давайте дальше покажу наконец-то свой отпариватель, потому что я уже его достала. Я достала его, соответственно, как только он ко мне пришел. Этот дружок стоит всего 2300 рублей, и, если честно, я не понимаю, почему я его не заказала раньше. Я столько мучилась, я ненавижу гладить, и я откладывала эту покупку год, наверное, ребят, представляете просто. Ко мне пришла вот такая коробка. Это отпариватель есть в двух видах, с ножкой и без ножки. Советую брать с ножкой, потому что очень удобно его ставить на столик рядом с розеткой, где вы, соответственно, будете гладить, а не просто класть его на кровать. Так как все-таки, или не знаю, на тот же стол, так как все-таки он нагревается, и на всякий случай, чтобы не обжечься, когда он стоит, надежнее как-то. Здесь в коробке все было вот так упаковано. Дается в комплекте вот такая перчаточка
И щеточка. Я смотрела многие отзывы на разные отпариватели. Мой самый большой страх был это то, что у меня отпариватель прекратит работать через дней 10. Ну, уже 10 дней он работает, и все с ним хорошо. И в целом, что он будет не сильно хорошей мощности, что я не смогу отпаривать. И вообще, в принципе, вещи так хорошо, как это делают утюг. Но нет, все просто прекрасно. Вот в эту емкость, вот здесь дырочка есть, мы наливаем воду. Конечно же, не наливайте воду из-под крана, а если вы будете наливать питьевую воду из бутылок, у вас гораздо дольше прослужит весь этот аппарат, не будет образовываться накипь, хотя, возможно, даже и с такой водой она будет, но, по крайней мере, ее вы сможете отсрочить этот момент, да. Кстати, обвязан резинкой вот так провод толстый, очень легко складывается. Щеточка помогает убрать какие-то волосы лишние, особенно которые видны на черной ткани, но в целом я ее редко использую. В общем, я реально в восторге. Когда вы включаете, кстати, в розетку, он начинает нагреваться, но пар не идет. Чтобы пар пошел, нужно нажать на кнопку, и отпуская, пар перестает идти. Все очень просто. Трубочка согнута к низу, и вы можете отпаривать вот так вещи в таком положении, в таком. Но вот когда вы наклоняете, если воды мало, то уже он начинает немножечко так трещать, и, собственно, вы быстренько возвращаете его в нужное положение. Но если что-то маленькое, то можно и даже так его расположить на секундочку. Емкости и в целом воды, вот этого количества, хватает на 2 вещи, то есть, соответственно, на образ. Мне даже один раз хватило на 5 вещей, которые легко гладились. Короче, я в восторге, гладится абсолютно все, очень советую, просто не откладывайте, потому что, это гениальная штука, гениальное изобретение, которое можно брать с собой в путешествие, вес у него вообще небольшой, и избавить себя от мучений. Если вы не любите гладить так же, как я, то вы меня понимаете, о чем я говорю. Следующую вещь я также уже открыла, и эту лампу я хотела очень-очень давно. Она стоит позади меня, и, возможно, вы уже неоднократно видели ее на моих роликах и также видели у меня на инстаграме. Выглядит эта лампа вот таким образом. Она небольшая, черная, с подставкой. Есть без вот этой палки, просто вот такой кружочек, и на таких железных ножках она стоит немножечко дешевле. Но с палкой реально удобнее. Примерно на таком расстоянии уже достаточно, чтобы поставить на пол, и она светила буквально от пола там и на стену. Вот если я вас посвечу сейчас, вы становитесь оранжевыми. Очень хорошо светит в темноте, просто невероятно становится красивый такой свет, очень романтичный, и действительно с этой лампой можно делать фотки как будто на закате. Безусловно, лучше делать это при дневном освещении, ну и даже вечером тоже можно что-нибудь придумать. Для всех фотографов это вещь must have, и если вы тоже снимаете там видео, да даже, господи, если не снимаете, кому не нужна красивая атмосфера в комнате? Вечером включаете эту лампу в темноте, и неважно, какого цвета у вас обои, у вас появляется такое красивое освещение, которое очень вдохновляет и расслабляет. Я советую вам еще присмотреться к лампам, которые меняют цвет. И я хочу заказать именно такую. Она дороже, по-моему, там рублей на 200, но зато вы можете делать себе и розово-синий цвет, и фиолетовый, и даже вот такой цвет заката. К сожалению, при переезде в эту квартиру у меня не сохранилась коробка, но она пришла в большой картонной коробке, даже больше, чем вот эта. Внутри было много не полиэтилена, а это пенопласт называется, да, она была вся в нем, просто прекрасно, но я записала короткую такую распаковку на телефон, чтобы вы имели представление, что она реально приходит в целости и сохранности, неважно, сколько там ее кидали. За последние года AliExpress просто невероятно вырос в плане качества, появилось тысячи фабричных магазинов, и посмотрите, сколько роликов стало про Али на YouTube. Это неудивительно, потому что продается и техника самая новая, и даже какие-то вещи для строительства, да, какие-то сантехника, есть просто передовые технологии, которые в России стоят намного выше, а на AliExpress это без тройной наценки, необычные светильники, ну и не говоря уже про одежду, которую я так много показываю. 28 и 29
29 октября на Алиэкспресс будет увеличенный кэшбэк в 3 раза, до 15%. Если с обычным кэшбэком вам вернули бы 200 рублей из вашего заказа, то сейчас до 600 рублей вам вернется в личный кабинет. Специально для тех, кто хочет купить много, но не хочет сильно тратиться. Активировать этот горящий кэшбэк можно на главной странице после регистрации по ссылке, ну или же в приложении Letyshops. Не забывайте, что количество активации ограничено, и если вы отложите покупку на 29 вечер, например, то, к сожалению, кэшбэка может уже не остаться. И у вас есть несколько часов для совершения покупки после активации. Ну а про эту посылку я хочу рассказать целую историю, потому что она путешествовала по Дубаю почти целый месяц и побывала здесь на всех почтах. Когда я оформила заказ, мне все посылки положили в один пакет, здесь сформировали на таможне, здесь есть местный AliExpress Direct, и вот, собственно, определенные продавцы используют такой способ доставки, но не эти кроссовки. Эти кроссовки от популярного достаточно бренда. Я насмотрелась все описания, увидела, что они просто супер, и решила их заказать, несмотря на то, что они не поддерживали эту доставку. Собственно, когда товар он пришел не на нашу почту, а на почту соседнего Эмирата. Мы не могли дозвониться на эту почту. Когда писали сообщения, никто не отвечал. Ну и я решила, что, наверное, посылка потеряна. Открыла спор, но, к сожалению, деньги мне не вернули. Мы не знали, что делать. Слава богу, здесь основная почта работает хорошо, и позвонив туда, они уже сами решили эту проблему, и посылка к нам приехала. Единственное, мне пришлось доплатить за это еще 1000 рублей. Надо было мне немножко по-другому пообщаться с продавцом, но на своем опыте я уже все эти ошибочки знаю. Хочу рассказать вам про эти кеды. На самом деле, что тут рассказывать? Рассказывать-то почти и нечего. Это обычные черные кеды, которые напоминают стандартные конверсы. Очень рада, что здесь идут белые шнурки к ним, длинные. Ну, было бы странно, если бы они не шли. О боже, ну нет. Как я это не досмотрела? Здесь написана фраза fashion. Я так не люблю, когда так пишут, просто ужасно. Ну да ладно. Мне нравится подошва, выглядит просто супер. И в целом все хорошо. Моя нога 24,5 сантиметров, и я заказала себе 39 размер. Все подошло идеально, просто супер. Я в восторге от этой скошенной подошвы. Буду носить очень часто. Это первые мои вообще, в принципе, черные кроссовки. Последний раз у меня были черного цвета, вот такая обувь спортивного типа. Как сложно я сказала. Наверное, в классе 6. Очень давно. Я напишу на экране, комфортно мне в них или нет, как лежит нога, но по качеству внутренности и по качеству ткани, вот этих железных элементов, восторг. Просто все супер, сделано офигенно. Итак, следующая вещь. Я уже ее тоже распаковала. Такая у нас сегодня практически открытая распаковка. Это картинки, ребята. И это потрясающие картинки зеленого цвета с надписью Vogue. А также там написано Матиссе, и вообще есть оригинальные эти картинки, если честно, не знаю вообще, откуда все это пошло, и даже у продавца можно заметить, что фотографии немножечко расходятся с тем, что, с описанием товара, что он вообще присылает. Совсем немножко, там буквально размер немножко другой, но я очень рада. И все эти картинки мне пришли вот в таком пакете. Все в целости и сохранности. Здесь вот такая дутая была штука. Единственное, что меня расстроило, это то, что у всех, в отзывах шли такие маленькие точечки, за которые ты должен приклеивать эти картинки к стене. Но мне, зараза, положили вот такие. Я еще думала их отдельно заказать. Они стоят там буквально $1,5 у этого продавца. Все в нюдовом цвете, то есть эти картинки идеально сочетаются с ними, но я вам советую купить просто малярный скотч, который отклеивается от любой поверхности и не оставляет клейкого следа. Я здесь в съемной квартире, соответственно, клеила на малярный скотч, не на вот такие вот наклеечки, хотя эти наклейки тоже должны хорошо отклеиваться. Во-первых, они яркие, да, я надеялась, что мне тоже, как всем, положат маленькие, такие бежевые. Ну да ладно, вот просто знаете, что у этого продавца они есть. И картинки а-ля полароидные фотографии, которые я не распаковала еще.
ладно, я их уже посмотрела, но просто я их не доставала, хранила в этом пакете, чтобы вам показать. И здесь их просто несметное количество. Они все такие красивые. Хочется завесить реально все стены этими картинками. Очень уж все эстетично, и в целом можно подобрать картинки нейтральные, более осенние. А зимних, конечно, нет, но вот более летние есть. То есть с зеленой травой, с апельсинками. Тюльпаны — это больше, наверное, к весне, да? Но лично мне нравится песок, закаты, вот такое вот зеркало нейтральное, кофе с книжкой, небо с птицами, просто стрелка и смайлик. Господи, это все так красиво, и такое настроение поднимается сразу. Или просто вот даже от одной розочки написано «It's sunny today», ну или камыш и троеточие. Задумчиво. Некоторые картинки я использовала уже на стенах у себя здесь, в квартире. Одну я добавила в тот сет зеленый, и как будто она там была. И две другие добавила в бежевый сет, который также купила у этого продавца. Есть также постеры, состоящие там из 15 листков. Вот, но я не стала такие брать, хотя сначала положила в корзину 10 видов, но подумала, ну что я все завешу этими постерами. Считаю, что сейчас у меня все идеально и не переборщила я еще. Хотя вот здесь одну картиночку еще можно повесить, да. Самое крутое, что они хорошо пропечатаны. Здесь красивая картинка, и они плотные. Они не мнутся, не гнутся никак. И очень симпатично и дорого выглядят. Вот эти 30 листов я взяла за 250 рублей, бежевый цвет за 150 всего и зеленый за 220. ВОК у нас нынче дороже всего стоит. Но если бы я даже собралась это печатать сама в типографии, я бы отдала даже больше, понимаете? Реально, в обычной жизни, а не на Алиэкспресс, наценка в 3 раза выше. Последняя вещь, которую я сегодня покажу, мне прислали ее на обзор, на самом деле на другом канале, на влоговом. Я ее буду более подробнее показывать, потому что эта вещь мне была нужна для того, чтобы снимать тиктоки, было очень удобно. Также я ее взяла, чтобы у меня была устойчивая платформа для создания влогов, чтобы я ставила камеру, и вы никак меня не заваливались, не падали. Вот такой штативчик идет к этому стедикаму, вы его можете положить, здесь есть кнопки для управления стедикамом. Сам стедикам выглядит вот так, и это один из самых реально лучших стедикамов, которые я держала вообще в руке, который был бы легким, удобным, компактным, складывался вот так удобно, и его можно было поместить в сумочку, которая также идет в комплекте. Вы можете не брать длинный штатив, если он вам не нужен, но если вам не нужно поднимать высоко камеру. В комплекте к стедикаму идет вот такой маленький, который можно прикрутить и вот на небольшую высоту уже поставить, чтобы стедикам стоял устойчиво. Раскладывается он очень просто, вот таким образом. Здесь раскручиваем и вставляем вот так телефон. Стедикамов на самом деле сейчас очень много есть на Алиэкспресс, но чем меня привлек этот и почему я взяла его по бартеру, потому что здесь есть трекинг, система трекинга, которая позволяет автоматически следить за вашим лицом. То есть, если для больших камер эта система стоит огромных денег, то для телефона вы сейчас можете, допустим, даже с 13-м Pro айфоном снять шедевр, кино, еще и с таким вот стабилизатором, который будет автоматически следовать за вашим лицом, и вам даже не нужна помощь другого человека. Это идеально для съемки тиктоков, которые я планирую начать снимать. Неужели? Как я еще буду планировать начинать снимать их? Включается стедикам, естественно, нажатием одной кнопки, и вот уже телефон стоит так, как нам нужно. Также можно поменять расположение одним нажатием, и можно начинать снимать. Кстати говоря, здесь также есть фонарик, и это тоже один из плюсов. Здесь есть 3 режима фонарика, то есть можно его увеличить или вообще выключить. То есть у вас получается прямо такая станция для съемок. Очень рада, что у меня есть теперь такой стабилизатор. Надеюсь, вы скоро увидите ролики на моем ТикТоке. И, конечно, не забывайте подписываться на мой влоговый канал, на мой Инстаграм. В скором времени будет еще 2 ролика с одеждой. Я уже распределила ее, и у нас получится видео с трэшом и видео с просто суперским качеством. Пишите в комментариях ваши какие-то, возможно, каверзные истории или просто задавайте вопросы по поводу Алиэкспресс и Shein. И в скором времени вас ждет от меня сюрприз. Я вас очень сильно люблю. Радуйтесь тому, что наступила осень, как бы сложно
не было. Но поверьте, этот воздух, он действительно вдохновляет, и этот уют, которого мне сейчас не хватает. И я не думала, что мне будет не хватать вот этой атмосферы всей, которая сейчас творится в России с погодой. А у нас здесь свежее лето, и надеюсь, вы вернетесь за теплотой на этот канал снова. Всем пока-пока, мечтайте, действуйте и никогда не останавливайтесь. Муа.